Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы будем делать виски из сахарного самогона с помощью настаивания и перегонки на солоде. У меня есть 3 литра сахарного самогона, здесь 40-градусный или 41, я точно не помню, но водочный вариант делался. И солод. Солод Пилснер Курский. Он под руку попался у меня мешок, решил на нем попробовать. По весу возьму солода, здесь 174 грамма у меня. Ну или по сути стакан, то есть обычный лобастый стакан. Вот так вот и получается. То есть мы просто берем и закидываем солод в самогон. И оставлю я это дело настаивать, я думаю, на пару-тройку дней. Как получится там перегнать у меня, так и получится. То есть 2-3 дня это будет стоять, настаиваться. Потом обязательно попробуем, что получилось именно в таком виде, да без перегонки, настойки, в виде настойки. Возможно, тоже будет что-то интересное. И потом это все перегоним. Так что, в общем-то, встретимся через пару-тройку дней. Постояла 2 дня наша так называемая настойка на солоде. Такая она вот мутненькая. Солод осел. Ну, точнее, он и не поднимался особо. Запах у нее приятный. Ну, солод отдал уже свою ароматику. По вкусу я попробовал, сладковато. В принципе, можно пить и так, но мутная можно отфильтровать, я думаю, будет, или отстоять, и при желании можно даже употреблять как настойку. Но мы с вами будем перегонять. Перегонять на прямотоке, без укрепления. Обязательно в царгу поставлю медь. И, скорее всего, не буду я солод туда кидать. Перегоню только жидкость. Осадок оставлю в банке. Меня эти потери, они не сильно волнуют. Органолептика, я думаю, не изменится. Зато не будет пригара и прочего. Вдруг у вас, может быть, пригорит. Поэтому попробуйте сначала, как я, а потом уже смотрите. Либо гоните вместе с солодом, но пока у вас греется куб, помешивайте, чтобы он не лег на дно и не пригорел. Когда уже ближе к закипанию, там градусам к 60, можно закрыть куб и перестать помешивать. Но я буду перегонять в чистую, без осадка. Ну что, перегоню, потом подключусь. В общем-то, вот так вот отцедил. Включился, потому что забыл вам сказать, что чтобы перегнать, нужно разбавить. И разбавить в 2 раза. То есть было у меня 3 литра, я еще 3 литра воды добавляю и буду перегонять. Ну вот мы закончили перегон. Получилось почти 3 литра. Как раз вот то, что солод, наверное, в себя вобрал, немножко не хватает, там 150 грамм. Не стал я его сразу пробовать, дал отдохнуть денек. Сейчас накапаем в стаканчик, понюхаем, попробуем, скажу вам что как. Давайте по запаху. Очень приятный запах, именно вот эти вискарные зерновые тона. В общем-то, по запаху будет сложно сказать, сахарный это самогон или зерновой. Я думаю, однозначно стоит поставить на щепу или на брусочки дубовые и выдержать пару-тройку месяцев. Будет отличный результат. Солодовая ароматика передалась хорошо. Ну давайте попробуем. Ваше здоровье! Да, получился очень мягкий, приятный напиток. Пьется мягко, послевкусие солодовое, хорошее зерновое. То есть и во вкус, и на запах солод передал в самогон свой вкус и запах. Однозначно попробуйте сделать. Солод стоит недорого, я делал на самом дешевом, это Пилснер Курский. Если взять какие-то другие солода, можно добиться других вкусов. Но я потом еще попробую, выложу видео, вам покажу, какие еще варианты можно будет делать из такого именно сахарного самогона с солодом. Однозначно возьмите и попробуйте. Солод стоит копейки, килограмм вам хватит на очень много такого вот типа виски. Рекомендую. И желательно все-таки использовать медь при перегонке. Вот у меня медные сетки, они все-таки что-то дозабрали, стали черные.
Если у вас простой аппарат, типа как с сухопарником аппараты такие, можно медь положить в сухопарник, если он у вас открывается. Ну так что еще раз вам скажу, что рекомендую. Делайте, пробуйте. Получается достаточно интересно и вкусно. Если видео было полезно, ставьте лайк. Пишите в комментариях какие-то, может быть, свои варианты. Ну а я на этом буду заканчивать. Всем удачи!